Вы когда-нибудь задумывались, мои родные, почему в наших домах раньше всегда пахло уверенностью? На дворе могли меняться эпохи, но в кладовых всегда царил сытный порядок. А запасы муки, зерна до ароматных трав хранились годами, оставаясь свежими, будто их только вчера с поля принесли. Это ведь не от страха делалось, а от большой заботы. Это знание вне времени. Сегодня, когда мир вокруг бежит куда-то и меняется слишком быстро, этот навык защитить свой дом и прокормить семью становится важен для каждого из нас. Раньше ведь как-то обходились без этих ваших холодильников, вакууматоров и сложной химии, и все стояло веками, не портилось. А посмотришь на современную кухню, доверяем мы этим пластиковым коробочкам да ярким пакетам из супермаркета, а через месяц глядь, а в муке уже жучки завелись и крупа горчит. А все потому, что забывать мы стали простые законы природы, которые наши предки на зубок знали. Но ничего, мы это исправим. Сегодня я покажу вам самый главный фундамент долгого хранения. Мы найдем правильное место в доме, подготовим тару и защитим ваши припасы раз и навсегда. Проходите, присаживайтесь к столу. Запомните, у любого запаса есть 3 главных врага. Первый – это свет. Солнечный луч, падая на прозрачное стекло, запускает порчу и прогоркание жиров в масле. Никогда не держите припасы на виду, прячьте их в глухой темный шкаф или выбирайте глиняную посуду. Второй враг, куда более коварный, это влага. Стоит банке постоять в сырости, как внутри образуется конденсат. Мука тут же берется комками, а следом просыпаются невидимые споры плесени. Если в вашей кладовой пахнет сыростью, продукты там долго не проживут. Ну и третий враг – это тепло. Все, что выше 18 градусов, это настоящий курорт для долгоносиков и жучков. Они активируются в тепле и съедают крупу изнутри. Идеальное место для золотого запаса – прохладный, сухой и наглухо закрытый погреб или темная кладовка. А чтобы проверить свою кладовую на влажность, есть старый секрет. Насыпьте в блюдечко крупной каменной соли и поставьте на полку. Если через пару дней соль потемнела и скомкалась, значит, в воздухе слишком много воды, и ее нужно убирать. Отпугнуть же незваных гостей помогут природные защитники. Положите на дно банки с рисом пару сухих лавровых листиков, а в мешок с мукой неочищенный зубчик чеснока. Их запах вредители не переносят на дух. Защитите свои припасы от света, влаги и тепла, и они ответят вам взаимной верностью. Ну а теперь, когда с врагами покончено, пора готовить правильную тару. Мои родные, поговорим про тару. Модный пластик сразу отставим в сторону, он задыхается и портит вкус. Наш выбор – это старая добрая глина или стекло. Особенно хороши банки с плотным замком и резиновым уплотнителем. Они держат воздух намертво. Но мало просто взять банку, ее нужно подготовить. Первым делом я прокаливаю на сухой чугунной сковородке крупную соль. Она должна отдать всю скрытую влагу. Сами банки мы тщательно стерилизуем над крутым паром из чайника. Следите, чтобы внутри не осталось ни единой капельки конденсата. Переворачиваем их на чистое льняное полотенце и даем полностью высохнуть. А затем протираем изнутри тряпочкой, смоченной в обычном уксусе. Это убьет любые споры. Для мешков у меня есть особый дедовский секрет. Наводим рапу, очень крутой, плотный соляной раствор. Опускаем туда наши холщовые мешочки, даем ткани хорошенько напитаться, а затем крепко отжимаем. Сушим мешки прямо на солнышке.
Когда ткань высохнет, она станет жесткой, покрытой микрокристаллами соли. Это идеальная броня. Ни один жучок или долгоносик через такую соляную стену к зерну пробиться не сможет. Засыпаем наше сухое зерно, затягиваем узел покрепче и на полку. Вот теперь наша тара готова к вековому хранению. Ну а теперь пришло время разобрать сами продукты бессмертные, которые составят золотую базу нашего дома. Ну а теперь, мои хорошие, разложим на столе золотой базис. Это продукты бессмертные, у которых вообще нет срока годности, если их правильно упаковать. И начнем мы с короля всех консервантов, с обычной каменной соли. Рядом с ней всегда идет сахар. Физика тут простая, дедовская. И соль, и сахар – это природные губки. Попадая на них, любая бактерия или микроб мгновенно теряют свою внутреннюю влагу и просто не могут выжить. В сухом месте этот щит не пробиваем. Дальше зерно. Но помните, храниться веками может только цельная пшеница или полба. Природа сама подарила каждому зернышку герметичную защитную оболочку. Пока эта броня цела, жизнь внутри спит и ждет своего часа. А вот ваши современные овсяные хлопья быстрого помола испортятся уже через полгода, защита-то с них содрана, но вернемся к сладкому. Настоящий зрелый мед – это еще одно чудо. В гробницах его находят чистым спустя тысячи лет. Мед сам себя защищает высокой кислотностью и особой пчелиной силой. Бактериям там просто дышать нечем. Ну а на третье – наше жидкое золото, топленое масло. Обычное сливочное масло долго не стоит. А вот если его правильно перетопить. Томим его на самом тихом огне. Бережно убираем ложкой всю белую пену и молочный белок. Процеживаем чистый янтарный жир через чистую марлю. И вуаля! Из масла ушла вся влага. Портить его больше нечему. Такое масло простоит в темноте годами, без всякого холодильника, становясь только полезнее. Вот она, наша нерушимая база. Лето уходит быстро, а вот его силу можно запереть в доме навсегда. Травы, мяту, чабрец, ромашку мы сушим только в тени, пучками кверху. Настоящая сушка – это когда лист в пальцах звенит и ломается с хрустом, а не гнется. Остатки ржаного хлеба никогда не выбрасывайте. Режем на кубики и в духовку. Сухарь должен пропечься до самого центра, стать каменным. Засыпаем в сухую банку. Это ваш неприкосновенный сытный запас на любой черный день. А теперь живая консервация. Шинкуем осеннюю капусту, жмем ее с солью и морковью, пока сок рекой не пойдет. Плотно кулаком забиваем в банки и ставим под тяжелый гнет. Пузырьки пошли, значит, ожила наша ферментация. Такая капуста без всякого уксуса всю зиму простоит, хрустящая и полная витаминов. Запасы – это не просто страховка, это тепло вашего дома прямо сейчас. Заварим крутым кипятком наши сушеные травы. Глядите, как раскрывается цвет. Настоящее летнее солнце в стекле. Добавим ложку янтарного меда. Достанем из погреба ту самую хрустящую капусту, капнем ароматного масла. Отрежем ломоть хлеба и густо намажем топленым маслом гхи. Разве для счастья нужно много? Когда у тебя полные закрома, в душе поселяется спокойствие. Твоя семья сыта, дети здоровы, а дом – это настоящая крепость, которой не страшны никакие перемены за окном. Храните традиции, берегите свои дома и помните, сытый порядок начинается с простых вещей. Передайте эти знания дальше. Ну, а все рецепты и секреты я, как всегда, записала для вас под этим видео. До встречи за столом, родные. И не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий, как вам новый формат видео и было ли оно для вас полезным. Спасибо за просмотр.